Все знают Гранд-Опера в Париже. При слове «опера» встрепенутся и многие любители Аиды и Спартака здесь, в России. Они напомнят нам, что слово «опера» с латинского означает «труд», «изделие», «произведение». С ними согласятся работники правоохранительных органов и пользователи интернета. Первые будут иметь в виду оперуполномоченных, вторые тоже своего рода уполномоченных. Браузер «Опера», штаб-квартира которого находится в Норвегии. С каким пеплом их занесло сюда, выясняла Юлия Чистых. О своем приезде в Новгородский университет представители компании Opera Software сообщили по электронной почте. Сперва им никто не поверил, и лишь обратная связь доказала, что это письмо не спам. Илья Шпанько и Навжот Павера уже не первый год катаются по вузам. В 2008-м открыли тур по России. Прокатились от Владивостока до Санкт-Петербурга. И этой весной завернули к нам. Мы выбираем самые интересные университеты, самые известные, где наиболее, скажем так, продвинутые студенты, которые имеют хороший технический уровень, технических знаний в области веб-программирования, в области интернета. За то, что мы в продвинутом списке, сказать спасибо надо студентам. Это они поддерживают связь с разработчиками оперы, гуляя по форумам и блогам всемирной паутины. Кстати, на учебный международный семинар собрались пользователи разных браузеров – Mozilla, Safari, Internet Explorer. И пускай опера для них неудобна на работе и в быту, информация из первых рук подогревала интерес. Пользуюсь Mozilla Firefox, чисто из-за того, что там больше возможностей интеграции разных плагинов. Пока, может быть, конечно, что-то новое Opera придумала, я вот поэтому думаю узнать. Про разработки Opera, про разработки именно для мобильных устройств. Возможно, расскажут что-либо про технологию HTML5, как они будут ее поддерживать, что, может быть, они хотят сказать в отношении Flash и данной технологии. На семинаре шла речь о новинках веб-технологий, причем на английском языке. Переводчик требовался крайне редко. Харизматичный Навжот Павера то и дело задавал вопросы залу. А оттуда, в свою очередь, честно говорили о недостатках и достоинствах продукта. Сегодня к плюсам добавился еще один, и новгородские студенты узнали об этом первыми. Мы очень долго ждали, когда компания Apple разрешит использовать наш браузер Opera Mini на устройстве iPhone. И сегодня это случилось, мы очень этому рады. Я сейчас очень много путешествую по России и замечаю, что интернет-соединение очень медленное и дорогое через стандартный браузер, встроенный в iPhone. Но с Opera Mini он сможет это делать быстрее и дешевле. Весь интернет у меня теперь как на ладони. Уже несколько лет оперой пользуются даже в Антарктиде. В этом году компания открыла свой офис в Санкт-Петербурге, первый на территории России. Илья Шпанько готов лично протежировать талантливые кадры. Так что новгородским студентам было над чем подумать.